Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала, в связи с возросшим количеством вопросов в ЛС Дискорда от новичков, бывалых соло-игроков, КПшек или же пати-друзей / сотрудников и их вопросы о гильдиях и гильдейских активностях в Альбионе, я решил сделать цикл роликов об этом и закрыть для себя эту тему, попутно совместив все темы и часто возникающие вопросы в одном цикле роликов. По древней традиции СНГ региона, впихнув невпихуемое, так сказать, совместив все воедино, создав некий тир-лист активностей, с примерным диапазоном их прибыльности и контента с нюансами для каждого из этапов развития гильдии. Данный цикл роликов будет полезен в первую очередь новичкам, что ищут себе гильдию, или молодым гильдмастерам, что хотят создать себе гильдию, со всеми подводными камнями и нюансами, что будут их ожидать, так и опытным игрокам, которые смогут найти себе интересные дополнительные активности и добавить контент в свой гильд-актив. Или дополнить в комментариях мои предложения. Сразу скажу, разбивку буду делать на 3 части. В первой части мы познакомимся с малыми гильдиями, которым сложно пробиться к свету, и какие активности для них будут доступны поначалу. И чем можно будет развлекать своих мемберов. К малым гильдиям я буду относить численность гильдии в 10-15 человек, с учетом, что у них может быть разное время активности. Во второй части мы познакомимся с активностями средних и крупных гильдий, а в завершении узнаем об альянсах, их создании, терминологии по типу Хендхолда и прочих неписанных правил данного мира Альбиона. Как всегда, все проверено и прочувствовано на собственном персонаже, на котором у меня суммарно наиграно только на евросервере 4 месяца, 19 дней и 15 часов. И это время, что я именно наиграл. А сколько еще наиграно для рубрики с нуля до према и прочего. Сразу скажу, я покажу вскользь билды для озвученных активностей, и то не для всех. Но упомяну название плейлистов и оставлю ссылочки в описании на все ролики с гайдами на все активности, которые затрону. Не говоря уже о том, что благодаря функции Арсенал у каждого игрока есть супер шпаргалка прямо в игре. Всем позитивного времени суток. Вы на канале Valflav, устраивайтесь поудобней, и мы начинаем. Кратко, начнем с азов и на кой лад нам нужна гильдия. Она дает нам доступ к игровым активностям. В дальнейшем буду говорить контент, на который мы сможем ходить с другими игроками из гильдии. В дальнейшем мемберы. Здесь также присутствует и сбор с убийством аспектов и ресурса Tier.4. Да, есть молодцы, которые собирают такие ресурсные ноды в соло. Но, ребят, ролик о групповых активностях, а не о том, насколько вы офигительные и как все тащите в соло. Я не сомневаюсь, что у вас все получается, и искренне рад за вас. Также гильдия дает нам доступ к убежищу, в котором можно очень прибыльно заниматься крафтом, ведь в зависимости от уровня убежища, бонусов к крафту локаций, на которые она установлена, и бонусов с активностей, бонус возврата ресурсов может достигать 70, а то и почти все 80%, но в среднем без фокусировки будет 40+ % возврата. Сюда добавим контент, большую часть которого вы в соло не сможете просмотреть. Часть группового контента можно посмотреть и без гильдии, благодаря дискорд-серверам по типу Сигнарина, о которых я рассказывал в своих роликах, где можно найти компанию для аваплиток и зачисток, либо похода за чашками с бафом. Но все же, если вы хотите какой-либо стабильности и надежности в походах и контенте, то гильдия подойдет как нельзя лучше. Здесь можно найти не только друзей и единомышленников для активностей, но и попросить кого-либо из крафтеров скрафтить предметы дешевле рыночной стоимости, или помочь объяснить принцип и работу билда, как на нем играть. Попросить помощи в черных землях за ангерами или поскаутить, вывозку и тому подобное. Из минусов в малых гильдиях, о которых говорим, очень много нечестных и однодневок, в которых мало народу, но включен налог, либо любой другой вид сбора. В членах один хитро сделанный персонаж, который кидает всем новичкам приглас в гильдию, и пока новички разбираются, что платят налог серебром с пола, гильдия уже зарабатывает немного серебра с него. Если задать вопрос, на что идет сбор серебра с налога в чат, тебя сразу кикнут или навешают лапши, что, дескать, это на будущие компенсации контента, на которые мы будем ходить, либо закупку сета. Зачастую такие ги не обладают DS-серверами или вас зовут немного пофармить в тот же Авалон. Вы одеваетесь подороже, после вам предлагают поторговать, дескать, на омлет, дружище, после чего кикают вас из пачки и заливают. Ситуаций масса. Для гильдмастеров тут, братишки, начинается минное поле, и я прошу вас, как в поговорке, не то что 7, а 37 раз подумать, прежде чем создавать гильдию. Если вы думаете, что создать гильдию это весело, забавно и прикольно, вам нужно наладить все, и после как сложенный механизм все будет работать без вашего участия, вы очень глубоко ошибаетесь. Малые гильдии держатся на честном слове и стараниях. 1-2 круто, если 3 человек. Но вам всегда нужно сглаживать углы между участниками, постоянно рекрутить к себе людей. Проще всего будет
вербовать к себе новичков, нянчиться с ними, пока они будут делать первые шаги в мире Альбиона. А когда поможете им во всем разобраться, то они будут уходить из гильдии в соло-игру. Другие крупные гильдии вовсе из проекта, ну или их будут переманивать черные рекрутеры, или они будут являться скаутами из других гильдий и будут сливать им информацию, чтобы вас гангали на контенте. В целом, нужно быть готовым, что, будучи главой, вы должны всем, а вам за проделанную работу не то, что не должен никто, но и спасибо вряд ли скажут. Зато нагадить всегда и везде будут только рады. По итогу из 100% обученных новичков, на которых вы потратите свое время, силы и, возможно, ресурсы, в гильдии у вас останется процентов 15, максимум 20. Я не дезморалю вас, отважные братишки и сестренки, но говорю, к чему лучше быть готовым сразу. Скамеров разного рода и пошива у вас также будет хватать. Вот вам один из примеров. Если у вас в гильдии будет мамонт, сразу появятся подражатели ников вашего костяка, что образовали гильдию, и попытаются развести на мамонта или другую ценную вещь. Скрины прилагаются, абсолютно нулевой персонаж. Это была краткая субъективная выжимка предостережений из моего личного опыта и ситуаций, как главы гильдии, так и участника более крупных гильдий и альянсов, в роли простого участника и главы участника альянса. У каждого будет свое мнение и видение ситуации. Это и делает каждого из нас уникальным. Пишите в комментариях, нужны ли более подробные или наглядные примеры таких ситуаций в дальнейших роликах. Ну и не забывайте делиться своими моментами и ситуациями. Также в гильдиях следят за честностью распределения лута и наказаниями провинившихся игроков. Тут уже методы и устройства наказания будут различаться от гильдии к гильдии. Либо штрафы, либо исключение из гильдии, либо иные варианты. Но такой игрок, если не согласен, может уйти и сам. А не приняв никаких мер, вы и вовсе можете потерять всех адекватных и активных игроков. Теперь перейдем к знакомству с активностями и одному из огромнейшего числа путей развития своей гильдии. Самое простое, с чего начнем, это групповые подземелья и их зачистка. Нужно водить не только самому, но и иметь хотя бы еще одного человека, что будет их водить помимо вас. Благодаря такому контенту вы можете организовать быстрый для участников гильдии, прокачать их мастерки и помочь заработать серебра на другие активности, проводя на стабильной основе такие походы каждый день. Дополнительный бонус в сплочении участников и их знакомстве друг с другом, укрепление их взаимодействия. Подробно с билдами для данной активности, полной статистикой каждой из карт по типу серебра, славы и лута за час фарма по каждому из тира карт, как их открывать, скипать, забегать и прочего можно узнать из плейлиста с рубрикой «Вся правда о данжах и прибыли в них». Но в среднем заработок серебра и славы для групповых карт 7.2 тира и выше будет составлять от 2 миллионов славы и 1 200 000 серебра за час. На каждого участника группы все будет зависеть от тира карты, бонуса локаций, на которой такая карта будет открыта, и бонусов ежедневных активностей. Я взял средний минимум для примера с наличием для сине-фиолетовых сундуков, но это не означает потолок для активности. Во-первых, заносы рандома в виде легендарных сундуков, что увеличивает прибыль за данж, а не за час в 2-3 раза. Как пример, при сыгранной пачке и правильных билдах мне удавалось закрывать за час 2-4 группика, 8-2 тира 3-4 качества локации. Во-вторых, проки 5 этажа со 100% легендарным сундуком, который увеличивает заработок еще раза в 2-3 от первоначального. В итоге, при проке рандома у нас будет один проходной легендарный сундук и еще вдруг 5 этаж заработок увеличится раз в 5, не говоря о проке рандома при открытии. Главное, чтобы слотов в рюкзаке хватило все туда затолкать. Как вариант, сюда можно добавить заработок с горе гангеров, что будут пытаться вас давить. Если вы смотрели мой плейлист, то знаете, как с такими справляться и при помощи успокаек лутать таких нахалов. Ну и встречи с опытными ребятами никто не исключает. Однако, такая встреча 1 на 20-40 заходов в среднем, смотря где вы фармите. А если вам хочется поучаствовать и попробовать весь спектр группового контента, начиная с фарма и дайва статиков, золотых авалонских плит, зачистки авалонских карт или просто найти себе группу и компанию для походов по группикам, потаскать вихри или сферки в убегу, или даже покрафтить в той самой убеге, то гильдия Енот сможет вам предложить не только все вышеперечисленное, а и постоянные безопасные перевозки в Корлеон и обратно, минимум 2-3 поездки, вывозка из убежек и городов за пределе после таймера. Сбор тир.4 ресурсов также никто не отменял. Сами таймера играются в 12 и 14 по UTC. Присутствует full compens система за таймера. Для его получения вам нужно сделать скриншот смерти и скриншот самой сборки с отображением его стоимости. И в случае смерти вам его оплатят. Приятным нюансом является оплата трэшнутых предметов с прогрева после таймера. В групповых активностях у ребят присутствуют не только СС, МС, ЗВЗ и прочие буквы алфавита, но и захваты защиты территорий и замков. В качестве бонусов прилагается обучение высокой классике и синхронным прыжкам в длину.
А еще только здесь вы найдете самую большую и пушистую. И, кстати, на моей памяти это единственная гильдия, в которой при съемках ни один Кенни не пострадал. Кстати, он-то и ведет мастер-класс по выживанию в ЗВЗ на любой роли. Ссылочка на дискорд гильдии в описании. Кратко о билдах для данной активности. На 5 человек расчет. 1 хил, благо. Лучше всего через королевскую мантию с рункой для бафа урона группы. На голову поначалу могильный шлем, пока учимся. После друида для манки. Сапоги на бег с откатами. Благо для того, чтобы сбивать касты мобам в пулах и боссах. Танк либо через булаву инкуба, либо призыватель теней, в зависимости от вариации пачки, что хотите взять. Если инкуба, то порезка одевает королевскую куртку с откатами. Если призыватель, то один из ДД одевает откаты, а остальные через мантии друида играются. Для взрыва пачки берем либо светоч, либо блейзу, и для урона можно бафать фроста, шишку, морозный или вой, смотря что нужно прокачать вашему фросту. Вариации билдов на экране. Подробно о билдах в рубрике по ссылочке. Но Альбион все же PvP-ориентированный проект, потому придется приобщаться понемногу и групповым сражениям. В этом поможет фракционная война, что ведется между городами. В желтых и синих локациях без потери предметов, зарабатывая на лагерях и очках фракции, вы также можете привыкнуть и освоиться, действовать и двигаться в группе, которую, конечно же, ведет ваш лидер группы. В красных землях одеваться в 4-5 тир предметов можно потренироваться действовать уже в смертельных условиях. Ну и очков с лутом там будет больше, отчасти за счет захвата клайма. Вполне подойдет для малых групп, заливая противников на сундуках, в лагерях или ловя отставших на локациях. Также в качестве активности для 5 игроков подойдут арена, без потери предметов, кристальные сражения 5 на 5. Где вы сможете потренироваться действовать в пятерке. Или закрепить усвоенный материал уже в смертельных активностях по типу врат ада 5 на 5. Билды для похода можно посмотреть в арсенале. Давно туда не заглядывал, хз какая там сейчас мета по билдам, предметам, не скажу. Главное, чтобы противники находились, а то бывает и такое, что 2-3 данжа проходите без встречи с противником, но активность на любителя и не совсем для новичков. Хотя и довольно интересный контент. В любом случае, для общего развития заглянуть не помешает. Для вас, как участника гильдии, или для ваших участников, если вы глава. Авалон – это огромный пласт контента, что может предоставлять вам активности для ускорения прокачки вашего персонажа или участников вашей гильдии. По типу походов за Авалонской чашей, так и позволит вам неплохо зарабатывать на походах по зачисткам авалонских карт и золотым плиткам. Ссылочки на все необходимые материалы по темам в описании. Теперь обо всем наглядней. Для увеличения скорости прокачки вашего персонажа не игнорируйте походы за Авалонской чашей на бонус к славе. Это займет у вас всего 15 минут вашего времени, а бонус будет действовать 7 дней, что значительно увеличит прокачку мастерок вашего персонажа. Еще и задачи журнала Альбиона сможете повыполнять. Обращаю ваше внимание, что в 15-минутный интервал входит выход из города, путь до входа в данж, скип данжа, убийство сэра Бедивера, лутание чашки и дорога в город. Так что советовал бы вам не игнорировать такие походы. А если вы глава небольшой гильдии, которая стремится к развитию и удержанию мемберов, стремясь к расширению, то вам следует ввести такую активность дважды в неделю, как минимум, чтобы охватить большее количество желающих получить баф. Для организации такого похода вам нужно от 7-8 участников в группе. Максимальное количество участников, что могут получить баф единовременно, ограничено 20 людьми. Для такой активности и обеспечения участников вашей гильдии бафом подойдет 6.1 авалонская карта. Она стоит мало, скипать довольно просто. С такой задачей справится любой новичок без мастерок и качаного ношения предметов. Уж 5-й тир ношения предметов как-то да откроет сам, я думаю. Вдобавок, еще и Бедивер будет довольно простым, что не должно у вас вызвать никаких сложностей. Зато восторг участников и плюсик в вашу копилочку, как главы, обеспечит. Авалонская зачистка карт. Тут вам и будет плюсом организованная ранее активность с походами за чашкой. Люди привыкнут к Авалону и научатся забирать Бедивера с первого раза, привыкнув к его атакам и их таймингу. Для зачисток вам также потребуется от 7-8 человек в пачку. Все билды, принципы игры на них в описании. Стартовать, пока тренируемся, можно с тех же 6.1 карт. Как только привыкли, переходим на 7 плюс тир. Тут уже и приятная прокачка по славе, что падает с мобов, и заработок будет радовать, обогащая не только вас, но и ваших мемберов. Начать можно с одного похода в недельку, работая над ошибками участников таких походов, после чего можно и наращивать количество походов в зависимости от востребованности данной активности ваших участников гильдии.
Все сказанное как один из вариантов развития и организации повседневности гильдии. Вариантов масса, и у каждого человека будет свой подход к организации и мероприятиям. Зачистка авалонских плиток. Тут все не так однозначно. Синие плитки не сказать, чтобы приносили много славы или серебра, особенно в 4 и 6 тире локации Авалона. Потому все охотятся за золотыми плитками, особенно в 8 тире локаций. Потому там большая конкуренция и шанс, что вас загангают. Не только группа игроков, что целенаправленно идут на плитки с целью задавить и погангать под боссом или на пуле мобов, но и такие же PvE пачки. Постараются вас залить при встрече, если у них будет удобный момент или позиционка. Не говоря уже про огромное количество воров мешков с серебром, что будут мониторить плитку, и как только ее зачистят, успеет открыть сундук и забрать мешки с серебром. Даже убив такого, вы не вернете назад серебро. О как. Не говоря уже о том, что зачастую такие игроки не имеют према и портят лут в сундуке. Потому собирать группу с откровенными новичками, что только начали играть, субъективно, не думаю, что того стоит. И брать в пати максимум по 1-2, чтобы каждый из них смог понять, и вы смогли уследить за таким. Ведь, скорее всего, они не будут иметь возможности взять нормальный сет для заливки. А постоянно снабжая всех, вы вряд ли вывезете, снабжая целую гильдию высокотировыми предметами. Еще и случаи воровства никто не отменял. Дополнительно, еще и будут конкуренты из других гильдий или сообщества Сильнарина. Потому два предыдущих примера более подходят для малых гильдий, как по мне. В черных землях, помимо фарма и ганга всеми любимых лагерей и таскания грузов из повозок контрабандистов, можно обращать свое внимание на заставы. Для такой активности достаточно группы из 3-4 человек, танка, хила и 1-2 ДД. В ПВЕ, составляющей застав, нам нужно будет разобраться с 3 волнами защитников. Победив стартовых стражников, во второй волне нас будут ждать рыцари-защитники и в третьей сам лорд Кастелян, что периодически будет призывать подмогу. Расправившись со всеми 3 волнами, мы захватываем заставу и спустя отведенное время сможем получить содержимое сундука на заставе. Крупные гильдии и альянсы обычно интересуются только легендарными сундуками, редко фиолкой, и то только когда у них на таймере нечем заняться, что бывает не так часто, потому стычки на заставах будут случаться, но не так часто, как вам кажется. Либо будут приходить фактические владельцы, либо рандомы, с которыми довольно просто справиться, если у вас будет связь или слаженная команда, которая будет понимать, что делает, не путаясь в своих кнопках. Активность довольно чиловая, и начать можно с 5-2 тира предметов. Для комфортного закрытия данной активности наличие мастерок приветствуется. Следующим уровнем будут замки. Тут малым гильдиям особо нечего ловить. Если и будет вариант, то замки с зелеными сундуками и то могут по приколу прийти крупные гильдии, если им нечем будет заняться. Потому пробовать свои силы стоит однозначно. Но быть готовыми уходить с замка, если придут подобные ребята. Вы вряд ли что-либо получите, кроме дизморали ваших мемберов. А противникам еще и контент организуйте с лутом и досугом. Но итоговое решение всегда только за вами. В самом же процессе захвата замка нет ничего сложного или особенного. Для захвата вам потребуются осадные молоты. 6 тира будет более чем достаточно, но чем выше тир, тем быстрее проломаем ворота замка. И у вас будет несколько вариантов путей, а точнее 3 варианта движения, чтобы попасть в замковую комнату лорда, где будет появляться лорд Кастелян, что по традиции не стоит в ожидании, а появляется лишь когда мы разберемся со стражей. До тех пор он чилит в инвизе или на Бахамах с жрицами и культистками, я хз. Как только валим лорда и ломаем ему причинное место, перезахватываем замок, и он становится нашим. После чего замковые ворота восстанавливаются, и мы сможем проходить их в обе стороны. До тех пор, пока мы не захватили замок, мы сможем проходить сквозь ворота. На игровом сленге кликать ворота только в сторону выхода. Для входа их придется проламывать, если мы не владелец замка. Но зато в таком месте удобно обороняться. О данных тактиках и общем ведении замковых сражений поговорим в следующих частях роликах о гильдии. На всякий случай упомяну охоту на редких животных и кристальных существ, но заострять внимание на этом не буду. Роликов и гайдов на данную тему хватает как у меня на канале, так и на каналах у моих коллег. Кристальных существ можно найти на любых локациях в черных землях и мгле. Особенных сложностей с ними у вас не должно возникнуть. Чем больше народу, тем быстрее падают.
В завершение для прокачки неплохо подойдут статики, которые можно найти во всех видах цветовой гаммы. Синий, желтой, красной и черной. Они отличаются тиром и населяющими их мобами, представленная в виде всех классовых видов Альбиона, а именно еретики, нежить, моргана и хранители. Также все статики разделены по тирам, и населяющие их мобы соответствуют тиру статика. Начиная с 3-го тира статика и заканчивая 8-м. Это неплохое место, чтобы начать прокачку вашего персонажа или ваших мемберов, если вы лидер пачки или гильдии. Начать можно с 5-6 тиров статика в желтых землях для ознакомления с активностью. Ведь при падении в них вы не потеряете предметы. Также можно фармить под фракции и помимо лута с сундуков и мобов получать еще и заработок с очков фракции. Далее, повышая уровень, можно отправляться в красные земли и пофармить там. Конечно же, встречаться будут и скиперы статиков. Все подробности по ссылочке в описании, где наглядно будет показано, как скипать, маршруты движения по статикам и общие методики действий. Лидеры и главы смогут ознакомиться с тем, чего им нужно будет опасаться и что предвидеть. По сути, активность сродни групповым подземельям, только с постоянно ресающимися мобами внутри и счастливыми часами во время сплочений, а также постоянно появляющимися сундуками, боссами и элитками внутри на таких сундуках. В целом, весьма интересная активность, которая неплохо поможет вам фармить. Но все сливки, конечно же, в черных статиках. И как вишенка на торте, которая поможет вам, как игроку или вашим мемберам, если вы глава или РЛ, освоиться с full loot системой в черных землях, падать самим и не унывать при смерти. Это так называемая ослячка. Чем больше народу, тем лучше. Сеты стоят от 70 до 120 тысяч потолок. Берется хил, пара танков с контролем и ДД по типу фаеров, шейперов и прочих масс ДД пушек. Седлают осликов и выходят в портальные локации, ловя соло и малые пачки игроков, лутая сундуки и устраивая возню с другими малыми пачками, у которых такая же ослячка. Разряд активности no brain. Просто бегаете и заргуете все, что движется и представляет интерес с возможным профитом. За час-полтора такой активности получаете от миллиона в среднем. Чем больше народу, тем больше профита по заработку. Даже если противник одет в 8+ тир, падает как бревно за счет того, что вас много и ему тупо не хватает кнопок, чтобы отбиться от мяса, которым его закидывают. Самая противная сборка — это 1-2 стакана, 1 друид, 1 блейза, 2 лесных пожара, что умеют попадать по противнику, либо 1-2 огненных посоха, 1 шейпер, 1 шишка, 1 длинный лук, 1 проклятый посох, 2 танка с контролем и пара копий. Остальные роли на ваше усмотрение. Одеваем 4, 1/2 тир и вперед на поиски приключений и наших жертв. Падать участникам будет не страшно, поскольку сет копейки и как минимум 2-3 смерти за активность окупаются старицей, если у вас совсем не получается и полная безнадега по кооперации. Помечтать об убежке малым гильдиям можно, но без ренторства у вас вряд ли получится поставить убежку. А точнее не поставить, а защитить ее от соседей малым количеством людей. Ведь поставить ее захотят все, а вот защищать, таскать туда сферки и сражаться за место под солнцем черных земель захочет меньшинство. Что те, кто громче всех будет кричать, что убега нужна и будут помогать ее ставить и дефать, сольются первыми с данного контента или гильдии в целом. Потому реально рассчитывайте свои силы и либо платите за ренторство гильдии владельцу локации. Цена будет зависеть от вашего красноречия и прейскуранта владельца локации, зависящего от тира локации и ее качества. Но в среднем рассчитывайте от 6 миллионов до 30 миллионов в неделю. Либо играйте от городов, становясь сильней, набирая больше участников, создавая активный костяк верных гильдий игроков. В следующей части подробнее затронем убежки, профитность и ренторство. Не только убег, но и клаймов. В завершение, если вы реально решили создать гильдию и вести ее к вершинам, активно развивая, то вам нужна цель гильдии. И я сейчас не говорю о банальных поставить убегу танта или создать сильный, сложенный, дружный коллектив. Да, это все хорошо и имеет место быть. Но вот что будет делать этот коллектив глобально? Чем вы планируете его занимать и давать цель к движению? Подумайте заранее. Такие вопросы будут возникать, звучать, и вам будут задавать их постоянно. Так что, чем раньше вы найдете на него ответ, тем лучше будет для вас. Это может быть постоянное удержание топ-5 Голд лиги или топить в Кристалл лигу, либо просто чилить на путях Авалона и божить в ПВЕ сегменте. Решать только вам, как главе. Ну и не забывайте, что для вас это будет реальная вторая работа, что также потребует от вас уйму времени на управление, организацию досуга с мероприятиями и решение спорных вопросов. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях, а можем там с вами, как всегда, пообщаться или что-то обсудить. К примеру, какие у вас впечатления от гильдий, в которых были? Какие активности могли бы еще предложить для маленьких гильдий? Ну и конечно же, чего вы ожидаете от гильдий, если новичок?
Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим все продвигающим лайком или нет, решать только вам, как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!